Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, меня зовут Виталий, со мной Лада. Для тех, кто не знает, мы живем в Германии уже 1,5 года. И сейчас уже наступил 2025 год, с чем мы вас всех и поздравляем. 2025 год обещает принести большие перемены в нашей жизни. Мы очень надеемся на то, что закончится война, но мы как раз и понимаем, что этот год может быть настолько непредсказуем, что повернет нашу судьбу в таком русле, которое мы даже не можем предположить. Поэтому всем, кто еще не подписался на наш канал, мы предлагаем подписаться, и вы будете знать все, что происходит с нами. И не только с нами, а с теми украинцами, которые находятся в Германии. Мы сейчас находимся в городке под названием Айслинген. Это недалеко от нашего городка. Но очень удивительно, что в нем ощущается совсем другая погода. Вообще, мы приехали из зимы в лето или в весну. У нас лежит там снег, холодно. Наверное, потому что мы в яме, да, живем? Да, мы между город, здесь больше равнинная плоскость. Отъехали мы буквально, я не знаю, 15 минут на поезде. Поразительно вообще, да? Германия вообще страна Контрастов. И мы хотим вам заметить один момент. Вот в Айслингене был, ну и вы сейчас видите, стоит такая техника, идет какой-то ремонт. И это очень интересно, как быстро немцы делают сложные задачи. Сейчас я подойду ближе и расскажу вам, что там происходит. Несколько месяцев назад мы с Ладой обнаружили, что не ходят поезда до Штутгарта из нашего города. Потом мы выяснили, что в Эслингене, где мы сейчас находимся, идут какие-то строительные работы на железнодорожной станции вот здесь. И я тогда еще снимал, ездили вот здесь трактора, строительная техника стояла вокруг. Какие-то громадные стоят такие машины, бульдозеры. Что-то тут расколошматили пол станции, вообще станцию переделывают. Ага, конечно, не будут ходить поезда. Но мы не знали, что они делают. А теперь мы обнаружили вот что. Смотрите, под железной дорогой проложили туннель. Вот, сделали туннель. Здесь будет дорога. Просто под железной дорогой будет проезд из одной части города в другую. Потому что здесь проезд был, но через мост. Довольно-таки быстро. Быстро очень. Ты что, такая сложная работа. Тут все разбурили, разломали. Въезд сделали вот оттуда сюда. И теперь можно будет проезжать не только по тому мосту. Видите, впереди есть мост. Можно будет и вот напрямую так. Представьте, как они вложились, сколько денег, сколько всего. Еще работа не завершена, но сам тоннель уже готов. И в принципе, вот эту часть работы, которую они делали прямо вот здесь под путями, ее сделали буквально за 4 или 5 дней. Ну, за неделю, да? У нас поезда не ходили всего лишь несколько дней. Мы приехали в Айслинген, потому что здесь находится большой медиамаркт. То есть магазин, в котором продаются всякие девайсы. А нам с Ладой нужно купить Powerbank. У нас есть один, но его не хватает, когда мы ездим в дальние поездки. Так, а мы собираемся ехать в поездку. Ну, не скажем куда. Это будет сюрприз. Подписывайтесь, будете знать, куда мы поедем в следующий раз. Уже в следующем видео мы покажем новые места, очень интересные города. И для этого нам нужно иметь с собой запас энергии. Мы приехали сюда на поезде, потому что у нас сломалась машина. Кстати, подорожал Deutschland Ticket, по которому мы ездим, проездной для поездов. Раньше стоил 49 евро на человека. По всей Германии можно было ездить на региональных поездах. А сейчас этот билет уже будет стоить 58 евро. На вот 10 уже евро подорожал. на 9. Практически на 9, Да. Я вам скажу, все равно выгодно иметь такой Deutschland Ticket, потому что на самом деле, если бы нам пришлось каждый раз, каждую поездку покупать отдельный билет на поездку туда и обратно, то
Мы бы вообще, наверное, никуда не ездили, потому что это было бы очень дорого. Это обходилось бы нам каждая Да. поездка там в 100 или в 200 евро, представьте, да? Одна поездка. А так мы в месяц совершаем ну, там 4 или 5 поездок, которые нам обходятся вот вместе в 100 евро с Ладой. Сейчас В будет месяц, уже да. в месяц, да. А сейчас уже будет 116. Вот у нас спрашивали, почему вы не ездите на машине. А машина гораздо дороже, чем, допустим, ездить по На поездах, конечно, на да. поездах, Бензин нужно по оплачивать. проездному. К тому же платные стоянки постоянно встречаются. Потом можно схватить штраф. Ну и самое страшное это то, что машина это ненадежная и можно поломаться где-то на автобане, где-то в дороге. И потом иметь большие проблемы с ремонтом, большие Как у проблемы нас уже это было, вы можете вернуться на наше видео и посмотреть в начале где-то прошлого года, да? Когда мы ездили в Польшу, мы сломались на автобане. У нас так и называется видео «Сломались на автобане». Это ну, вот, ситуация, в которой не хочется оказаться снова. Кстати, машина снова вышла из строя. У нас сейчас сломалось у меня сцепление. Поэтому, видите, мы даже здесь недалеко с Ладой идем пешком, чтобы прийти в этот медиамаркет. В общем, машина у нас для мамы. Для мамы, Не да. для нас, для того, чтобы можно было ее повезти, например, в больницу. Кстати, о маме. Да, уже маме назначили дату операции на глазу повторно. Это уже будет 3-я операция. И мы надеемся к этой дате отремонтировать машину. Друзья, показываю вам цены на бензин. Смотрите, я заправляюсь обычно бензином, который называется Супер. Но здесь он стоит немножко дороже, 17,5, это за 10 литров, 17,5 евро. А на той заправке, на которой я заправляюсь, он стоит там 16,5. А, кстати, в выходные дни меняется цена, возможно, сегодня просто субботний день. В общем, сейчас я вам покажу, что с моей машиной, сколько затянет ремонт, а потом будем продолжать. У нас сегодня еще много интересной информации. Почему-то машины ломаются всегда, когда ты этого совершенно не ожидаешь. Недавно я ремонтировал подшипник на переднем колесе. И вот у меня уже сцепление, педаль сцепления при двигателе не запущенном, она не вжимается до конца, она уже заедает. Что с ней случилось, не знаю. А когда двигатель запущен, то она начинает вибрировать. Нужно поехать сейчас к тем мастерам, у которых я ремонтировал подшипник. Мне понравилась та мастерская. У них, правда, ждать надо. Но надо съездить, поремонтировать у них. Подготовиться, выучить пару слов по-немецки. Например, слово сцепление или педаль сцепления я вообще не знал до этого. Да и сейчас еще не выучил. Das Kupplungspedal klemmt und zittert oder vibriert. То есть это обозначает, моя педаль сцепления заедает и дрожит. Das Kupplungspedal klemmt. В общем, надо не забыть, пока дойду. Ну что, молодцы ребята, быстро сработали. Сел человек, проехался, прокатился на моей машине, послушал, понажимал педали, понял, что не так. И, короче, вот даже счет мне сразу выписали. Смотрите, еще не делали ремонт, а уже написано, сколько будет стоить. А стоить будет 654 евро 68 центов. Это вместе с деталями и с работой. Все вместе, короче. Вот написано... Отдельно стоит деталь 213 евро, а работа стоит 337 евро. А правда, делать будут они в январе. Вот прямо слышно, когда назад сдаешь, прямо аж подшипник, наверное, там аж шабуршит.
Слышите? Брррр. Капец моему выжимному и вообще сцеплению, поэтому... Есть выбор всяких пауэрбанков. Смотрите, например, вот цена за 16 евро. Можно купить вот такой пауэрбанк, но он всего лишь на 5 ампер-часов. Это маленький, это вот уже 10 тысяч ампер-часов. Самый дешевый, наверное, будет вот за 13 евро. Даже за 11. И вот за 11 есть. Но, в общем-то, нам нужен помощнее, и поэтому мы ищем 20 ампер-часов. Смотрите, вот 20 ампер-часов стоит 31 евро. Но, посмотрите, за 34 евро практически можно купить уже вот такой крутой. Тут с датчиком показывает заряд энергии, в нем 24 вот, ампер-часа. Всего на 3 евро, да? Всего на 4 евро дороже, а уже как бы Почему? круче. 31 и 34 На 3 евро, да, действительно. На 3 евро дороже, лучше ж такой купить, да? Ну, давай самый дорогой покажем. Смотрите, за 62 евро вот такой можно купить. Ну, блин, это такая же мощность у него, да, но... Да, тут да, еще он и с наушниками. наушнички, да. Лучше мы купим за 34 евро вот такой вот. Вот такой вот. Сейчас возьмем. И все. Да. Ура. Пойдем на кассу. Купили этот пауэрбанк. Дома будем уже распечатывать. Ну, как мы говорили, он стоит 33 евро 80 центов. Теперь мы не разрядимся в дороге. Вот что важно. У нас теперь и телефоны будут заряжаться, и камеры. Кстати, телефоны важно в дороге держать заряженными, потому что в них наш Deutschland Ticket. Если телефон разряжается, ты как бы безбилетчик и можешь попасть на штраф. Вот стоит велосипед, не привязанный совсем. Я думал сначала просто кто-то отошел на 5 минут, но нет. У него пробитое колесо, точнее вообще кто-то пытался выдернуть из него камеру. Видите, как с покрышкой поступили, снято. В общем, стоит себе так, еще не заржавел, никому не нужный, никто и не забирает. Но я думаю, в принципе, его можно забрать, если ты хочешь отремонтировать. Тут, в общем-то, проблема в том, что ремонтировать его дороже, чем купить. Можно за 30 евро купить вот такой целенький. А пойди сейчас это колесо замени, покрышку, камеру, и те же 30 евро получится. А вдруг тут еще нужно настраивать скоростя, тормоза и всякое такое. Ремонт может обойтись дороже. А тем временем мы с Ладой ждем нашего автобуса, который довезет нас до центра Гёпингена, где у нас есть еще одна важная задача. Сейчас мы с Ладой приехали
в город Гёпинген, наш центральный районный город. Находимся на автовокзале. Здесь, прямо рядом с автовокзалом, всем известный магазин «Тафель», в котором продают для малоимущих людей товар по скидочным ценам. Вот. Ну, сегодня, ясное дело, он не работает. Обычно здесь в рабочие часы стоит большая очередь. Иногда бывают стычки и неприятные моменты. Это тот Тафель, откуда нас вы. Да, это тот Тафель, где нам отказали. Этот Новый год мы с Ладой встречали очень скромно. Встречали вместе с мамой в ее квартире. И настолько скромно, что мы даже не стали ничего снимать, потому что там просто был у нас обычный стол, немножко еды. Ну, оливье было, конечно, да, ладно? Оливье, да. Оливье это святое просто. Но все-таки вечером, уже ближе к 12, мы решили посмотреть на фейерверк. А как вы знаете, в Германии Новый год празднуют тупо фейерверками. Весь город в фейерверках, и все это просто люди купили фейерверки за свои деньги и в 12 часов ночи начали стрелять. Никакой инициативы города там или государства, это все просто люди вот так отмечают. И при этом я вам скажу, там прям когда по улице идешь, очень опасно, потому что это может быть рядом с тобой. Все это выглядит в принципе красиво, если бы не было так опасно. Мы уже второй Новый год встречаем в Германии, и первый Новый год нас научил тому, что нужно быть осторожными. Мы вышли на улицу в 12 часов с Ладой возле нашего дома и пошли по улице просто прохаживаться и заметили, что люди делают так. Они выходят на дорогу, прямо посреди дороги ставят вот эти ракетницы, ну такие бумажные стрелялки, не знаю, как они называются, пиротехнику эту, поджигают и уходят в сторону, недалеко. И потом эта штука взрывается, летит и в небе разрывается иногда. А иногда бывает так, прямо у нас такой был случай, как один мальчик поставил, поджег эту штуку, поставил ее посреди дороги, начал отбегать, а эта штучка упала, короче, взорвалась и полетела прямо на нас с Ладой. Мы в испуге отскочили в сторону, и, в общем-то, мы Остались живыми и не инвалидами. успели удрать, получается, да. И дети же стоят рядом, они не боятся, они такие отчаянные вообще. А вдруг это... О, смотрите, кому-то залетело в дом прямо. Я не знаю, это же нарушение пожарных правил каких-то всех полностью. Бля, вся улица. Я не знаю, куда смотреть. Вот это они творят, вот это чудят вообще. Воу! Это было так страшно. Вообще, на самом деле, мы только приехали из-под обстрелов. Ну да, И, из в общем, Украины. это было сначала дико, потом страшно. В конце концов, мы бежали, сломя голову, домой, чтобы быстрее просто закрыться и не попасть под огонь. Ну, я думаю, все уже слышали, что было в Берлине и вообще в других крупных городах в этом году на Новый год. Представьте, 5 человек в Германии погибло из-за фейерверков в этом году в новогоднюю ночь. Мало того, множество квартир лишились окон. И вообще люди, очевидцы, говорят, что дома просто трусились. Вот как при взрыве. В Берлине было зафиксировано 825 возгораний всяческих. Там, видимо, и квартиры, и машины. Повыгорали машины полностью. Пиротехнические изделия. Они залетали куда попало. Загорались под машинами, залетали в окна домов, загорались квартиры. Представьте. Насколько я поняла, это завезли какие-то такие бомбочки, фейерверки, куголь-бомбы какие-то. Самодельные фейерверки, да, их прозвали кугельбомб, потому что они круглой формы. И, скорее всего, это какая-то
намеренная акция. Раньше такого не было. Говорят, что раньше тоже, все время стреляли, были и позгорания, но так, чтобы прям по окнам лупило и взрывалось, такого раньше не было. То есть это какая-то намеренная... Похоже на теракт. Не знаю, похоже, я да. не буду утверждать, но мне кажется, что вот некоторые воспользовались такой возможностью сделать какую-то пакость. Вот они Да, и сделали. и теперь многие говорят, что в Германии, скорее всего, пересмотрят это разрешение на использование фейерверков, либо же сделают это строже. Такая чопорная Германия, в ней все так регламентировано, все нюансы продуманы, где костер полить в лесу, знаешь, там сколько раз шашлык можно пожарить, а фейерверк как попало. Это просто уникально, поэтому думаю... Мы на себе это прочувствовали. То есть это было очень страшно, это было совершенно не празднично, абсолютно. И смотрите, от Нового года на центральной площади Гёппингена еще осталась елочка, почему-то не демонтировали. Ну и даже есть какие-то Остатки роз. остатки рождественской ярмарки, даже я бы так сказал. Здесь наверняка сосиски, глинтвейн и всякое такое продается. А мы с Ладой, в общем-то, идем в одну языковую школу, куда Лада записалась раньше, для того, чтобы получить свои дополнительных 300 часов. Я записалась сразу в несколько школ. Я замерзла, мне уже даже мороз сегодня 6 градусов. Недавно встретил друга, и он мне сказал, что ему пришел отказ в получении дополнительных 300 часов. Он сдавал на B1, но не сдал, ему, как и у Лады, получилось B2. И, по идее, должны были дать разрешение на дополнительные 300 часов обучения, но пришел отказ. И говорят, это уже не единственный случай. Кто не сдал экзамен на B1, все, уже второй раз Да, шансов но нет, бесплатно. Я так понимаю, да, за деньги ты можешь попробовать снова экзамен сдать, но бесплатного курса уже не будет. Умеют же немцы вот так вот строить. Взял, затесался, здесь у них такой старый фахверковый домик прямо между новых домов. А тем временем в Германии через какое-то время, вот через месяц с лишним, 23 февраля будут повторные, точнее внеочередные выборы в парламент немецкий. Потому что коалиция распалась и будут выбирать новый парламент. Но нас пугает с Ладой то, что партии, которые сейчас пытаются пройти в парламент, они пытаются пройти на лозунгах ужесточения миграционных правил для иностранцев, ну вот для таких как мы, мигрантов. Они хотят, чтобы перестали платить пособие или уменьшили пособие. Они хотят, чтобы жестко контролировали, кто работает, кто не работает. И если закончится война, то будут вообще выдворять из страны, если звучат ты... такие лозунги, что кто не работает, тот просто обязан уехать из страны, либо даже говорят о какой-то бесконечной миграционной тюрьме. О боже. Даже такое, да. В общем, смотрите, друзья, этот Новый год, он дает большие надежды на окончание войны, и в то же время у нас вот такие всякие непонятные будут события скоро, которые могут перевернуть всю нашу жизнь с ног на голову, потому что мы, хотя уже и частично самостоятельные, но все-таки мы еще не полностью себя сами окупаем, и нас могут причислить к тем людям, которые должны покинуть Подписывайтесь, Германию. следите, что с нами в конце концов будет. Да, мы обо всем этом Я расскажем. думаю, это будет интересно. Нам самим интересно. Очень интересно. Почему мы зашли сейчас в этот двор? Потому что здесь вот как раз находится та школа, в которой Лада записалась и в которой она ходить не будет. Вот, смотрите, написано школа BBQ на 3-м этаже. Сейчас мы зайдем. Да. И откажемся от этой школы, потому что я буду ходить в Гайслингене, рядом с домом. А эта школа, как бы я тут записана, числюсь и занимаю чье-то место, которое, может быть, кто-то, для кого-то это очень важно. Все, тогда иди и отписывайся. Как ты думаешь, если мы зайдем в булочную, там будет чай? Ну, я надеюсь, пойдем. А если не будет, то найдем какое-нибудь кафе, потому что по-любому нужно перекусить.
Мы сейчас сюда зайдем. Hallo. Hallo. Hi. Wir hätten gerne 2 Tassen Ты. Tee. Шварц, шварц. Ja. Türkische Tee? Да, я. Ну что ж, мы взяли здесь кофе, чай и фистация, это называется, с фисташками. Я так Это понимаю. пахлава. Турецкая Пахлава. пахлава, это турецкое блюдо. Очень, очень дружелюбный, очень такой нет. Милый и обходительный. Мгм. В общем, он нам посоветовал вот это Очень попробовать и дал мне такую королевскую чашку с кофе. Огромную. Мы пока не знаем, сколько это стоит, в конце рассчитаемся. Сказал, поешьте сначала, потом рассчитайте. Порция 4 евро. Вкусно мы с Ладой перекусили. Всего нам обошлось это чашечка кофе, чашечка чая и пахлава в 9,60. 9 евро 60 центов. Это, в принципе, отличная для перекуса цена. Мы согрелись, теперь готовы продолжать дальше идти. В продолжение автомобильной темы хочу рассказать интересную для автомобилистов в Германии вещь. Оказалось, что те, кто переоформил свою украинскую машину на немецкие номера, могут забрать свой украинский техпаспорт назад. Мой друг из Гайслингена, он уже это сделал. Он написал в Цулашенштеле, где меняют номера, спросил, могу ли я вернуть свои номера и техпаспорт назад. Они ему сказали, номера вы не можете вернуть, потому что мы их уничтожили, а вот техпаспорт мы вам можем отдать. А знаете, что это обозначает? Это значит, что можно снова вернуть и украинские номера тоже. Если у тебя есть техпаспорт, ты можешь заказать украинские номера по техпаспорту и, в общем-то, без переоформления машины назад заехать в Украину. Или же просто кто-то может заехать в Украину на твоей машине, скажем, продать ее там. Если вдруг придется возвращаться в Украину, то это очень хорошая новость, потому что, как известно, при въезде в Украину на немецких номерах нужно платить большой налог, таможенный сбор. Это просто половина стоимости автомобиля. Было раньше, сейчас не знаю, но в общем-то в любом случае, если можно просто заехать, как будто у тебя и не было перерегистрации, то это очень хорошо. Лада зашла в свой любимый отдел, Не могу найти свой крем. ищет кремы, ищет что-то себе, какую-то косметику. Нашла? Покажи. L'Oreal. Это одинаковые? Нет, это для дня, это для ночи. А для обеда? Для бедоеда. Надо подумать, еще зайдет. Ну и Дорог- так дорого, и так дорого. Это недорогие, они, конечно, долго хватает, но они качественные. В общем-то, раньше я там покупала Mary Kay косметику, там крем один стоил 1600 с лишним. Это больше, чем... Гривен, да? Гривен. А этот сколько? Здесь стоит 10 евро, то есть здесь 400 гривен. 400 То есть это, гривен. в принципе, гораздо дешевле и ничем не хуже. То есть Крема классные. 2 крема 20 евро, да? Ну да. А, ну нормально. Два крема, а там один крем 1600. Лада говорит, что нас просили в ДМе показать, какие есть препараты, аптечные, лекарственные препараты, которые продаются не в аптеке. Здесь есть витамины, здесь есть кальций, микроэлементы, препараты с микроэлементами, глазные капли, спреи для носа, от кашля, то есть обезболивающие, ну такие легкие обезболивающие, чаи для настроения, там мята, вот мята, ромашка, вот просто травяной чай. Вот цены по 95 центов. Ромашка стоит 202,45. Потом идем дальше. Вот здесь капли для носа. Вот они от 4-5 евро. Меньше и до 1 евро. Вот такие капельки можно выбрать, если у тебя болит нос. Спрей опять-таки для носа. Если ты заболел, вот такие чаи по гривне 45. Это чай, если опять-таки, если ты заболел, можно купить чай с лимоном. Вот чай с ягодами можно купить. Такие пакетики, ты их завариваешь и пьешь по 3,25. Потом
Что здесь есть? От кашля. Вот. От кашля хорошие таблетки мы покупали по 3,15. Вот Фустен Актив. Ну, разные там таблеточки. Я не знаю, какие они все хорошие. Вот от 4 до 5 евро, от 3 до 5 евро. Вот. Потом для детей тут какие-то вещи вот тоже есть. Дальше идут магний. Допустим, если нужен магний, вот можно купить такие препараты за 5 евро, за 3,55. Тут есть магний с кальцием, магний с калием, то есть разные. Коллаген, вот, допустим, для кожи, для этого стоит 6 евро. Такая коробочка коллагена. Ну, то есть такие препараты, они не требуют рецепта. Допустим, если у нас что-то разболелось, мы можем, допустим, у нас разболелась спина, вот мы покупаем вот такой крем Арника. 4, он стоит 5 евро, 4,85. Очень хороший крем. Вот, опять-таки, есть гель, есть крем тоже за 4,95. Вот если болят суставы, разболелись суставы, ты можешь прийти купить здесь. Вот, от спины есть такие вот лейкопластыри по 5,95, по 6 евро. Пластырь, который греет, прогревает хорошо. Вот, ну просто вот кремы, если там спина разболелась. Вот еще за... Есть дороже, есть дешевле, за 4, за 6. Вообще все здесь недорого. То есть в аптеке, если мы покупаем что-то, то мы платим от, ну, там, можно 16 евро за тот же травку шиповника. А здесь все дешевые препараты, поэтому если без рецепта ты хочешь что-то купить, если ты заболел, ты, вот, допустим, к врачу не хочешь идти, ты можешь сюда прийти, очень удобно, и купить ну, что-то тебе, ну, по крайней мере, что-то ты купишь, то, что тебе поможет. Вот, допустим, мелатонин. У нас там продается он по рецептам в Украине, да, здесь мелатонин вот такие для сна продаются просто. Ты покупаешь и все. Это как снотворное, это для сна. Гуталауна, смотри, 10 евро. Для хорошего настроения. Да, гуталауна. Да. Надо будет попробовать. Таблеточки для хорошего настроения, может там экстази. Ну и еще можно купить очки. Очки, которые для чтения, например, +1, +1,5, +3, недорого, по 2 евро, по 5 евро, по 10 евро. Выбираешь, который тебе по дизайну больше нравится, и покупаешь. Но это только для тех, у кого оба глаза одинаково, так сказать, плохо видят. У кого как бы какое-то специфическое зрение, то здесь, конечно, не подберешь. Нужно... Да, Виталий купил себе очки и за 2 евро вот так вот. Для чтения использую очки из ДМа. А я когда, кстати, ехал сюда, в Германию, я боялся, что здесь просто бешеные деньги будут на очки. Придется тратить. Но нет. Ну что ж, мы расплатились и посмотрели в свой DB-навигатор. У нас 6 минут до отправления нашего поезда из Гёпингена в Гайслинген, и мы идем в сторону вокзала. Надеюсь, успеем. Здесь совсем недалеко идти. Еще в продолжении автомобильной темы я хотел рассказать о том, что тем украинцам, которые останутся в Германии, просто перейдут на какой-то другой параграф с 24-го, придется пересдавать на права на вождение автомобиля. А это, я вам скажу, во-первых, время, во-вторых, это деньги. И какое-то время, например, имея автомобиль, люди не смогут ездить за рулем. Вот такая новость, и, в общем-то, возможно, нас это ожидает. Сколько стоит пересдача? И, насколько я знаю, сдать на права в Германии за свои деньги, это стоит около 2000 или 2500 евро. Там зависит от успешности тоже, потому что каждый урок дополнительный стоит денег. И мы с вами на этом прощаемся. Просим всех, кто еще не подписался на наш канал, подпишитесь, пожалуйста. Если вам нравится наш контент, то ставьте лайки. Ну, если вам что-то не нравится, пишите в комментариях. Мы учитываем ваше мнение тоже, друзья. Желаем всем хорошего настроения, чтобы в новом году все, что вы пожелали, сбылось. Last with one another, with the feeling
find out with me. If it all starts to crumble, we'll search the pieces